Вы находитесь на канале Анлис. Сегодня мы с вами свяжем вот такую великолепную косу в нашем шарфике. И будем использовать пряжу акрил в 100 граммах 300 метров. Вы можете использовать любую пряжу. И вот такая оригинальность у нас получилась. Вы сможете тоже связать. Все, кто умеет, кто только начинает вязать, у вас все получится, потому что я показываю, как это сделать, и в вашем гардеробе будет вот такая великолепная вещь, шарфик вот такой вот. Очень классно смотрится и вяжется очень легко. Приступим. Набираем на спицы 14 петель самым обычным способом. Вот так завожу. 2 петельки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 петелек. 14 петель — это у нас изнаночный ряд. Он вот такой с бугорочками. Это лицевой ряд. Здесь косички как бы. Будем провязывать изнаночной петлей. Хоть в лицевом ряду, хоть в изнаночном ряду будем вязать так. Что теперь делаем? Формируем наш рисунок. Это у нас лицевой ряд. Вот это у нас всегда будет ниточка на конце лицевого ряда. Первую петлю снимаем. Вторая петля у нас лицевая. Нет, она у нас будет изнаночной. Изнаночные 2 петельки. Теперь у нас лицевые петли. Это у нас второй ряд. Провязываем лицевыми петельками. Это второй ряд у нас. И 3 петли у нас на конце должно быть. Их тоже провязываем изнаночными. Кромочная тоже всегда изнаночная. Работу разворачиваем. Теперь с этой стороны первую петлю снимаем. Теперь провязываем. Теперь будем провязывать. Я хочу, чтобы там такие косички были. Провяжем опять изнаночными. И все провяжем изнаночно. Весь этот ряд. Это у нас третий ряд. Третий ряд. Все петли изнаночные. Все петельки изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Работу разворачиваем. Вяжем изнаночной. 2. Теперь делаем перехлест. 2 снимаем перед работой, 2 провязываем, возвращаем 2 петельки на место, 2, которые провязали тоже на правую спицу, 2 провязываем. Теперь что делаем? Третью вот так подтягиваю, чтобы ее видно было, и провязываю лицевой. Теперь четвертую точно так же подтягиваю, подхватываю вот так и тоже провязываю лицевой. Это чтобы не снимать нам на дополнительную спицу, поэтому я так делаю. Теперь первую провязываю лицевой, снимаю, и вторую провязываю лицевой и тоже снимаю. И теперь те, которые были на спице 3 и 4, тоже снимаю. Провязываю 2 петли изнаночная и 3 кромочная. Работу разворачиваю. И теперь провяжу все петельки изнаночными.
все петли у меня изнаночные. Это будет первый ряд после того, как мы оформили с вами косички. Это первый ряд. Таких мы сейчас провяжем. Сейчас сделаем одну прибавку на лицевом ряду. И таких провяжем 8 рядов. И в каждом 8 ряду мы будем делать одно прибавление, чтобы у нас не быстро сформировалось вот здесь вот не так, а чтобы понемножку было прибавление, вот так по чуть-чуть. Поэтому это первый был ряд. Так, теперь мы сделаем прибавление вот так, накинем и провяжем изнаночной, изнаночная, еще одна изнаночная. Теперь у нас их 4 изнаночные вместе с кромочной 4. Теперь у нас лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 3 здесь с этой стороны, 3 петельки. Это у нас с вами второй ряд. Теперь у нас третий ряд без изменений, третий ряд. Вот так провязываем все петельки в изнаночном ряду, все у нас изнаночные петли, все провязываем изнаночными. Третий ряд, четвертый, пятый, шестой, седьмой провязываем одинаково. В 8 сделаем перехлест косы. Наверное, все-таки в 8 мы сделаем перехлест и сделаем одно прибавление. Вяжем 4 ряд. Вот довязали мы до 8 ряда. 8 ряд сейчас одну кромочную снимаем, 1 изнаночная. Теперь мы из протяжки делаем нашу изнаночную. Теперь у нас уже 5 петель. Перехлест косы делаем, 2 снимаем перед работой. Теперь их переснимаем вот так и провязываем. Теперь у нас вторая коса будем формировать. Провязываем сначала 3 лицевой, теперь 4 вот так подтягиваю и вот так провязываю. И теперь 1 снимаю, провязала, и теперь 2 тоже снимаю, и все те провязанные тоже. Теперь изнаночные провязываю, и мы считаем вот так вот. Такой рисунок у нас будет. Каждые 8 петелек мы будем формировать рисунок косички и будем делать прибавление. Вот так вяжем. Первый ряд у нас изнаночный. Все петельки у нас изнаночные. Точно так же, как до этого мы сейчас сделали, провязываем. Помним, что мы сделали одну уже прибавку. Провязывайте, пожалуйста, самостоятельно. Вот у меня 8 ряд. Первую снимаю, потом у меня изнаночная 1,
Теперь у меня прибавка из протяжки 1. Теперь еще изнаночная. Теперь у меня их 6 уже изнаночных с этой стороны. Вот 3 и 3, 6. Теперь я 2 переснимаю перед работой. 2 провяжу. На спицах у меня сейчас 27 петель. Связано 35 сантиметров. И теперь я должна связать еще точно так же 35 сантиметров. Это вот этот хвостик, который будет у нас спереди. И еще, чтобы на шее завязать. Поэтому будем вязать сейчас без убавок. Вот мы 35 сантиметров делали каждые 8 рядов прибавку. Теперь мы будем вязать примерно с этого момента без убавлений, без прибавлений, без прибавочек будем вязать весь наш рисунок, вот как он сейчас есть. Сейчас мы его провяжем примерно 90 сантиметров. 90-80 сантиметров. Ну вот в общем наше изделие должно состоять 1,40 м или 1,5 м, кому как понравится. Это уже будете примерять на свою шею, как вот вы хотите, как с помощью завязки вот сделать свой такой бактус шарфик. Вот он вот такой вот ширины и останется. Это все, что я задумала, мне вот эти вот сантиметры хватит. Вот сейчас я скажу, сколько мы в длину измерили, а теперь ширину вот эту вот измерим. По ширине сейчас у нас 13 сантиметров. Ширина 13 сантиметров. 13 сантиметров я считаю, что для моего изделия, на данном изделии 13 сантиметров отлично. Ну, продолжаем вязание дальше. Ну что, пришли мы до наших убавок. Сейчас на спицах у меня 110 сантиметров. Вот такая красотища получилась. Просто великолепное вязание, легкое, и сможет даже связать просто, кто умеет вязать лицевые, изнаночные, начинающий, это просто шедевр. Мерила на шею, просто очень великолепно, тепло и очень красиво. Советую связать вам эту тоже вещь. Вот, когда вы будете вязать, обязательно просто примеряйте на шею. Примеряйте, чтобы просто вам было комфортно. Вот столько и свяжете. На данном этапе у меня 110 сантиметров. Как я делаю свои убавки? Значит, точно так же провязываю 8 рядов. В 8 ряду я делаю перехлест наших косичек и делаю в начале не где косички у меня сформированы и 3 петельки вот эти, а где у меня большая петель. Это их было 27. Потихонечку мы уменьшаем до 14 петелек. Наша убавка идет туда. Поэтому ничего сложного нет. Очень просто. Вы можете брать даже просто рисунок любой. Можно путанку, можно пару кос сделать, можно даже другую косу сформировать. Просто оригинально и очень красиво смотрится. Поэтому моя рекомендация, да, советую и вам тоже связать вот такую вещицу. Сейчас у меня 4 ряда связано, поэтому я сейчас свяжу до 8, сделаю убавление и потихонечку я убавляю свои петельки, прихожу к начальному вязанию.
Вот. И вам советую. Вяжите с удовольствием. Ну что, вот мой 8-й ряд. Что я делаю? В начале ряда я делаю убавление. Первую петлю снимаю. И так как я вяжу изнаночные потом петли, вторую и третью провязываю вместе изнаночной. Остальные петельки вяжу до лицевых изнаночными. Вот. Изнаночные мои. Потом буду формировать сейчас сразу 2 косички. Напомним, как мы их делаем. Вот так. 2 снимаю, 2 провязываю, потом переснимаю первые, которые не провязала, на левую спицу, и те задние подхватываю на правую спицу и провязываю лицевыми. Здесь, чтобы не использовать дополнительную спицу, я, так как эти 2 петли должны уйти за работу, я вот так вот подтягиваю третью и провязываю ее лицевой петлей. Теперь подтягиваю вот так, помогая, чтобы она вытянулась, 4-ю и провязываю тоже лицевой. Теперь провязываю 1-ю петельку лицевой, снимаю, и 2-ю тоже лицевой, и все снимаю. Вот сформирована наша коса. Теперь у меня 3 изнаночных, 3 петли изнаночных. Все, работу разворачиваю, сформировано все, и опять точно так же провязываю 8 рядов. В 8-м ряду делаю убавку, 1-ю снимаю, 2-ю и 3-ю опять провязываю вместе, и так пока не останется у меня 14 петелек на спицах. Потом сделаем наше убавление. Вот такая вот красота получается. Вяжите. В изнаночном ряду я 1-ю петельку тоже снимаю, потом провязываю все петельки изнаночные. В изнаночном ряду ничего не меняется, все провязывается изнаночными петельками. Лицевые провязываем только в косах в лицевом ряду, а остальное все изнаночными петлями. Поэтому все оригинально, красиво, очень так объемно получается. Очень красивая вязка получилась. Поэтому я очень работой довольна и вам рекомендую. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Может быть, вы как-то по-другому вяжете косы. Можете рассказать, пожалуйста, какие косички вы вяжете, из скольки петель. Как думаете, может быть, в серединке использовать эту косу, а по бокам побольше изнаночных петель? Как вам рисунок? Поделитесь в комментариях. Будете ли вы такую вещь себе вязать? Так как впереди у нас уже скоро весна, поэтому можно себе связать такой очень оригинальный шарфик. И потом под тонкую курточку. Очень классно. Не только сейчас зимой его носить. Дошла я до 8-го ряда. 1-ю петлю я снимаю. Теперь 3-ю и 2-ю. 2-ю и 3-ю я провязываю изнаночной. Дальше этот ряд я довязываю изнаночными до косы. Потом формирую я наши косы. И потом провязываю изнаночные. Опять точно так же делаю наши изнаночные ряды. Вот так сформировала я косичку. Вот. Теперь 2-ю косичку сформируем. Провязываем 3-ю.
Вот смотрите, вот так подтягиваю петельку и провязываю ее лицевой. И четвертую точно так же подтягиваю и провязываю лицевой петелькой. Теперь первую провязываю лицевой и вторую провязываю лицевой и все снимаю. Теперь провязываю оставшиеся петли изнаночными, кромочная тоже изнаночная, и точно так же теперь дальше вяжу изнаночный ряд. Вот смотрите, сейчас у нас будет последняя убавка. Кромочную снимаем и вторую и третью провязываем изнаночной. Все. Вот мы вернулись к нашим 3 петелькам. Теперь 2 петли снимаем, формируем нашу косичку. 2 петли возвращаем на левую спицу, а эти возвращаем на правую спицу. Провязываем 2 лицевых. Теперь третью петлю, третья петелька, подтягиваем, провязываем лицевой. Четвертую петельку в косе, которая подтягиваем, провязываем опять лицевой. И теперь провязываем первую и вторую петлю. Первая лицевая, спустили, вторая лицевая, все спустили, которые сформировали только что. Все, 2 изнаночные и третья кромочная тоже изнаночная. Теперь провяжем 4 ряда и закроем наше вязание. Изнаночный ряд, все изнаночные петли. Кромочную снимаем, остальные петельки провязываем изнаночные. В изнаночном ряду все петли изнаночные. Их у нас 14. 3 с одной стороны изнаночные, 3 с другой, и 8 петель у нас были, это косы лицевые. Вот сейчас мы провяжем с вами. Смотрите, это первый был ряд, теперь второй ряд. Снимаем, провязываем 2 изнаночные, 8 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 3 изнаночные вместе с кромочной. Это у нас 3-й ряд. 4-й ряд и все изнаночные. Все петли у нас изнаночные. Вот это 4-й ряд мы провязываем. Все, молодцы. Очень красивый шарфик получился. Хочется к этому шарфику такой изящный берет связать. Вот. Посмотрим, может быть, мы с вами свяжем берет к нему. Посмотрим, может быть, шапочка будет хорошо. Но теперь первую петельку снимаем. Вторая петелька у нас изнаночная. Теперь провязываем первую и которую провязали изнаночной вместе. Теперь опять изнаночная. Теперь вместе. То, что мы по узору у нас. Теперь у нас лицевые, провязываем лицевыми. И вот так через петельку. Вот так мы закрываем наше изделие. Ничего сложного. Все легко. Вяжите, конечно, с удовольствием. Вязание приносит огромное удовольствие. Превращать нитки в шедевр. Всегда есть интересные модели. Придумывайте, воплощайте. Очень красивые получаются. Особенно если хорошая нитка, дорогая. Или вот
как у нас была бюджетная нитка. Тоже, если вы добавите какой-то орнамент или там жгут или косы, как мы косичку с вами использовали, да, такую необычную. Вот у нас наше вязание закончилось. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, как вам такой бактус или косынка. И еще, что еще могу сказать, да, если вы будете прибавку делать в каждом ряду, то вот этот шедевр вы можете превратить в косынку. Дойдя, к примеру, чтобы в середине ваше изделие было 60 сантиметров, вот это вот место в середке 60 сантиметров, то будет идеальная косынка. Вот с таким орнаментом, если хотите. Вот ровных вам петелек, хорошего настроения. Вяжите для себя и для ваших близких такие прекрасные вещи.